Всем привет! Продолжаем разговор о том, что посмотреть в Польше. В этом выпуске прекрасный старый город Варшава, или, как говорят поляки, Староместо. Поехали! Если вы не видели предыдущий выпуск про парк Лазинки, обязательно посмотрите. На второй день мы отправились смотреть самую главную достопримечательность Варшавы – старый город. До старого города мы доехали на трамвае. Место, где мы вышли, вы сейчас можете видеть на карте. Мы пошли в сторону старого города и наткнулись на памятник Яну Калининскому. Это польский национальный герой, который участвовал в восстании против разделения Польши. От памятника мы пошли в сторону Замковой площади. Старый город – это старейший исторический район Варшавы. Он был основан в XIII веке, и тут до сих пор можно увидеть старые городские стены и русло древней реки. До Второй мировой войны, когда эта площадь была разрушена, это место было одним из самых оживленных в городе. С 1644 года на ней находится колонна, поставленная в честь короля Сигизмунда III. Эта колонна была поставлена сыном короля, Владиславом. Наверху колонны сам король в доспехах. Он держит саблю и опирается на крест. На Замковой площади также находится Королевский замок. Он был построен в самом конце XVI века и имеет очень интересную прямоугольную форму. Также у него есть башня, которая очень похожа на те, что можно видеть в Смоленске. Дворец был заминирован и уничтожен во время Второй мировой войны, как и многие здания Варшавы. Он был отреставрирован позже. Сейчас тут находится музей, в котором даже можно увидеть картины Рембрандта. Красивейший костел Святой Анны, одно из самых древних зданий Варшавы, было построено в 1454 году. Этот костел также находится на Замковой площади, и это очень красивое здание в неоклассическом стиле. Если с Замковой площади посмотреть на другой берег реки Вислы, то можно вернуться в современность и увидеть национальный Варшавский стадион. Поляки очень гордятся этим стадионом. В самом центре старого города находится рыночная площадь. Когда-то давно это был центр торговли и жизни города, а сейчас это главное место для туристов. Площадь возникла в конце XIII века вместе с самим городом. Когда-то в центре площади находилась ратуша, но она не пережила множество пожаров и реставраций. Поэтому сейчас в центре можно видеть маленький фонтан. Рыночная площадь, как и весь старый город в целом, это очень интересное место. Тут можно почувствовать себя настоящим путешественником во времени. На рыночной площади очень много ресторанов, и мы зашли в один из них. Поскольку это место туристическое, то цены сильно выше средних, а качество еды того не стоит. Поэтому рекомендовать этот ресторан я вам не могу. Кроме всех перечисленных мною достопримечательностей, в старом городе также есть множество церквей. В один из таких костелов мы зашли и услышали прекрасное живое пение. Еще есть несколько музеев, самый знаменитый из которых – исторический музей Варшавы. Если вам захотелось окунуться в Польшу средних веков, то это место обязательно к посещению. Если вы не видели предыдущий выпуск про парк Лазинки, обязательно посмотрите. Путешествуйте и ищите радость в своей жизни. С вами была Любава. Всем пока!